школе нас всех учили великой теории Дарвина о том, что пятикантроп произошел от обезьяны. Далее произошел неандерталец, от него появился кроманьолец. Ну а после от кроманьонца произошел уже сам вид человека разумного, или Homo sapiens. Все это назвали эволюцией. Всем привет! С вами Финемор. Официальная наука очень долго придерживается версии теории Дарвина, несмотря на многочисленные несостыковки и необъяснимые факты, которые просто подтверждают, что вся теория в корне неверна. Религиозная версия появления людей на Земле вообще звучит как-то странно. От некоего божества произошел первый человек, а от него все остальные народы и расы. Несмотря на некоторое внешнее сходство, ни пятикантропы, ни их потомки неандертальцы не были нашими предками. Согласно данным генетики, прямые прародители современных людей – кроманьонцы, выходцы из Африки. Ведущие антропологи Европы и Америки пришли к мнению, что если общий предок существовал, генетическое расхождение между кроманьонцами и неандертальцами произошло около 500 тысяч лет назад. А это значит, велика вероятность того, что эти два разных вида древних людей сосуществовали бок о бок многие тысячи лет. Хотелось бы сказать вам, что жили они мирно, но нет. Профессор университета Бордо Жан-Жак Юблен уверен, что они постоянно враждовали между собой. Очень часто на стоянках неандертальцев находят обглоданные кости кроманьонцев, а на стоянках кроманьонцев – съеденных неандертальцев. Генетики нашли также доказательства видового смешения между неандертальцами и кроманьонцами. Подобный факт тоже свидетельствует о том, что эти совершенно разные народы жили на Земле в один и тот же период времени, поэтому, скорее всего, не являются последовательными звеньями эволюции от обезьяны к человеку и от одного общего предка. Не обезьяны мы и точка, хотя, возможно, кто-то думает иначе. Интересный факт, но эволюционная цепочка не может похвастаться своей целостностью. Поэтому до сих пор не найдено важное переходное эволюционное звено от самого развитого первого примата к самому примитивному первому человеку. Похоже, его в природе просто вообще не существует, так как у нас с обезьянами точно нет ничего общего. Сомневаетесь? Вот вам факты. Человеку, например, нельзя пересадить никакие органы и ткани от обезьяны. Само собой, если бы у нас был один общий предок, совместимость была бы 100%, но этого нет. Интересно, но по тканевой совместимости к человеку ближе всего подходит всем нам хорошо известная свинья. Конечно, факт такой совместимости совсем не доказывает того, что мы произошли от свиней. Но ясно одно – у нас с обезьянами нет ничего общего. Поэтому обезьяна никак не может считаться нашим общим предком. Дальше, конечно, будет намного больше аргументов в пользу того, что обезьяна – отдельный самостоятельный вид на Земле. Итак, все земные млекопитающие, сопоставимые с людьми по размеру и весу, особенно приматы, бегают гораздо быстрее нас. Они легко запрыгивают на высоту, недоступную для человека, и легко спрыгивают обратно с высоты, в отличие от человека, который, прыгнув с высоты 2-3 метров, может больше никогда не встать. О чем это говорит? Как вы думаете? Да о том, что все земные животные намного лучше приспособлены к местной силе тяжести, чем человек разумный. А если ко всему добавить еще, что человек – единственное существо на планете, которое страдает остеохондрозом, то вывод напрашивается сам собой. Скелет человека и наши мышцы рассчитаны на более слабую силу тяжести, чем на Земле. Например, нам комфортно подойдет марсианская, которая почти в 3 раза меньше земной. Рассчитаны на более слабую гравитацию выделительная система и кровеносная. Если наше тело долго находится в вертикальном положении, эти системы начинают сбоить, что выражается в застое крови,
лимфы и жидкости в нижних отделах организма. На Земле мы всегда устаем, даже если целый день будем находиться в кровати и вообще не заниматься никакой физической активностью. Виной всему сильное притяжение этой планеты, которое для нас точно не родное. Вот оно-то и приводит к тому, что организм с ним просто не справляется. Только человек, в отличие от других форм земной жизни, страдает от огромного количества странных болезней. Особенно, если говорить про опорно-двигательные – плоскостопие, защемление и другое. Виновата в этом неродная сила гравитации, которой не приспособлен наш организм, а также уникальное количество генов, которых, как ни странно, больше нет ни у кого в этом мире. Объяснить хоть как-то это ученые пытались, что вроде как-то на нашем эволюционном пути повстречались какие-то бактерии, которые нас так сильно изменили. Выходит, мы эволюционировали из обезьян человека, изменившись на генном уровне только из-за каких-то бактерий. От микроорганизмов мы получили, конечно, но не свою уникальность, а распространенные опасные болезни. Ко всему вышесказанному стоит добавить, что солнечный свет человеку очень вреден в большом количестве. От большого количества солнечного света, пляж, к примеру, мы получаем солнечный ожог, а если посмотреть на солнце незащищенными глазами, можно просто ослепнуть. Это все указывает лишь на то, что человеку больше подходит планета, на которой намного слабее сила притяжения и где Солнце находится намного дальше от планеты. Мы сильно отличаемся от всех остальных видов жизни на планете. Разве это не убедительные факты? Лично для меня совершенно ясно и понятно, что вид, который так сильно отличается от остальных, скорее всего пришелец, чем коренной землянин. Возможно, наш родной дом находится совсем в другом месте. Скорее всего, может даже не в этой галактике. Есть, конечно, некоторые предположения того, что мы все потомки марсиан, так как расстояние Марса от Солнца намного дальше, сила притяжения на Марсе меньше в 3 раза, а длительность суток равняется 25 часам. Вот еще доказательство. Ученые провели эксперимент, в котором изолировали людей от света и часов. Как вы думаете, что получилось? У всех подопытных выработался 25-часовой циркадный ритм сна и бодрствования. То есть человек на генном уровне осознал, что ему необходим 25-часовой ритм жизни, а не 24 часа, как на этой планете. Интересно, но неандертальцы были немного ниже человека разумного. Зато они обладали крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой, что делало их более приспособленными к земной гравитации. И по объему мозга они превосходили современных людей. У них была развита голосовая речь и абстрактное мышление. Раз уж зашел разговор о здоровье, хочу сообщить, что неандертальцам были незнакомы многие наследственные заболевания Homo sapiens, такие как шизофрения, аутизм, синдром Дауна, болезнь Альцгеймера. На Земле, как ни странно, только у человека встречаются эти патологии. Выходит, люди на Земле точно не местные. У новорожденных детей часто в первые месяцы жизни наблюдается странный неврологический симптом, который называют гипертонус. Появляется он вследствие сдавливания, травмирования структуры головного мозга младенца в момент прохождения головки ребенка по родовым путям. Причина этого простая – несоответствие диаметра головки новорожденного ребенка диаметру родовых путей. Современная медицина считает гипертонус вследствие сдавливания мозга вполне природным явлением. Интересно, но у детей, рожденных посредством кесарево сечения, такой травмы мозга нет, и как следствие нет и гипертонуса. Многолетние наблюдения говорят о том, что кесарята легче обучаются, лучше развиваются и практически не страдают от головных болей и других мозговых патологий. Странно, но несоответствие диаметра головки ребенка диаметру родовых путей приводит к тому, что роды у женщин протекают очень болезненно и травмоопасно, как для матери, так и для ребенка. Интересно, но у других млекопитающих на нашей планете
роды являются обычным физиологическим процессом, не связанным ни с какой болью или вредом для здоровья самки или ее детеныша. Поэтому неандертальские женщины были кряжестыми и широкотазыми. Вероятно, роды у них поэтому протекали легко, а новорожденные не знали, что такое гипертонус. Главная причина этого в том, что практически у всех земных живородящих диаметр головки новорожденного детеныша идеально соответствует диаметру родовых путей самки, что являлось результатом, по всей видимости, длительного и постепенного естественного эволюционного процесса. Но исключения, конечно же, есть. Это те виды животных, которые появились в результате селекционной работы самого человека. Например, практически у всех собак декоративных пород роды протекают очень тяжело и с большим осложнением. Часть щенков часто погибает, несмотря на квалифицированную ветеринарную помощь. Это исключение доказывает лишний раз, что природа и эволюция хорошо знают свое дело. Если сложить все вышеизложенные факты, можно сделать тогда единственный вывод – Земля – не родной дом Homo sapiens. Складывается впечатление, что наши далекие предки появились и развивались совсем на другой планете и имели меньший объем мозга, который им, видимо, вполне хватало для жизни. Но по какой-то причине их переселили на Землю, где уже господствовали коренные жители – неандертальцы. Видимо, для повышения конкурентоспособности нашим предкам был искусственно увеличен мозг и даны определенные технологические знания. И неизвестные благодетели добились желаемого результата. Неандертальцы просто исчезли. Homo sapiens прижился на этой планете и поверил в теорию о том, что именно они – самые настоящие коренные жители Земли. Занятно, но все больше ученых называют теперь Марс настоящей родиной всего человечества. Конечно, подтвердить или опровергнуть эту гипотезу люди смогут только тогда, когда первая нога человека ступит на Марс. Но этого момента придется подождать, так как первый пилотируемый полет к Марсу планируется к 2033 году. А как нам всем хорошо известно, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Если все же мы не потомки пятикантропов и неандертальцев, то кто тогда наши предки? От кого произошли кроманьонцы? И как они попали в древности на африканский континент? Увы, точных ответов на все эти вопросы пока нет. Зато есть достоверное количество, на первый взгляд, разрозненных фактов, позволяющих взглянуть на происхождение Homo sapiens с необычной точки зрения. Добавьте сюда рисунки на скалах, многочисленные легенды о космических кораблях, необычных существ в странных костюмах, прибывших из далекого космоса. Да и само наше отношение к этой планете оставляет желать лучшего. Вот теперь, мне кажется, наш пазл сложился. Остаются, как всегда, одни лишь вопросы. Откуда мы? Как мы оказались здесь? Почему нас бросили? Куда пропала связь? Возможно, мы сами добровольно прилетели на эту планету с некой миссией. С миссией выживания нашего вида, путем распространения своих колоний по пригодным планетам во Вселенной. Вопросов, как обычно, гораздо больше, чем ответов на них. Но ясно одно – на этой планете мы все гости. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.